Привет всем, это канал Готовить Просто и я, Ольга Матвей. Сегодня мы будем готовить постные котлеты. Рецепты таких котлет, их очень много, совершенно разных. Сегодня мы будем делать капустные постные котлеты. Очень вкусные они получаются. Мы будем делать их вместе там с добавлением картофеля. Ну, в общем, такой вкусный рецепт. И самое главное, они получаются сочные. Начинаем. Напоминаю, что я пользуюсь ножами Самура. Скидка для всех моих подписчиков 20%, промокод Ольга Матвей, под видео ссылка. Первым делом подготовим капусту. Значит, у меня здесь вот один качанчик, я его разрезала, и половинка еще одного, то есть 1,5 маленьких качанчика капусты. Значит, что мы делаем? Капусту нужно мелко нашинковать. Можно делать ножом, можно делать вот такой шинковкой, кому как удобней. Значит, самое главное, чтобы это было мелко, потому что если вы крупно сделаете, как вы потом будете резать? Так как я через мясорубку это все не пропускаю, мне больше нравится, оно сочнее получается, когда капуста нашинкованная. Капусту не нужно ни солить, ни мять, ничего с ней делать не нужно. Я беру большую кастрюлю, которая у меня есть, и перекладываю капусту в кастрюлю. Капусту заливаем крутым кипятком. Капуста должна покрыться кипятком. Вот только чайник закипел и сразу заливайте. У меня 2 чайника воды сюда ушло. Теперь я беру крышку и накрываю это все крышкой где-то приблизительно на 1–1,5 и забываю о ней. На огонь это все ставить не надо. Просто оставьте на столе или вот так на плите. Еще нам понадобится 2 крупные луковицы. Если лук мелкий, возьмите чуть больше. И 2 или 3 картофелины. Значит, начинаем с лука. Лук шинкуем полукольцами. И меленько, вот насколько мелко вы можете сделать. Если у вас лук слишком крупный, тогда я вот так разрезаю и только потом шинкую вот так. Прошел целый час, капуста стала мягче, но еще не настолько мягкая, чтобы вот сделать из нее как котлетный фарш, будем говорить. Нам понадобится друшлаг. И нужно слить всю водичку. Теперь возьмите самую большую сковородку, которая у вас есть. И наливаем сюда немного подсолнечного масла. И сюда на масло отправляем капусту. Не солить, ни специи добавлять не нужно. Я сейчас накрою крышкой. Что нужно сделать? Во-первых, вкус немножко обжаренной капусты – это вкусно. На дно обязательно нужно подсолнечное масло. Во-первых, капуста сейчас отдаст всю оставшуюся влагу, которая у нее есть. Ее станет реально меньше, и она станет мягкая. Ну, как вот бабушка говорила, нужно капусту припустить чуть-чуть. Значит, ставлю сейчас сразу на большой огонь, накрываю крышкой, потом огонь уменьшу и пару раз буду мешать. Занимает это приблизительно минут 15-20. Вместе с капустой ставим еще одну сковородку, тоже наливаем небольшое количество растительного масла и отправляем сюда порезанный лук. Значит, лук подзолотиться не должен, но он тоже должен стать мягким. То есть фактически мы вот эти вот продукты, как лук и капуста, делаем мягкими. Значит, немножко сейчас его будем пассеровать, никаких ни специй, ничего не добавляйте. Золотиться он не должен, вот как только станет мягким, так и выключим. Лук стал мягким, посмотрите, он полностью мягким и не зажарился, это самое главное. Отключаем лук, отставляем в сторону, пусть стоит. А вот капуста еще стоит рядом, она дотушивается. Так, где моя прихватка? Она уже так в объеме, знаете, немножечко упала. Здесь у меня влага, куча водички. Еще вот сейчас водичка довыпарится вся. Капуста еще должна стать мягче, чем сейчас, потому что уже она достаточно мягковатая. И только потом будем делать, так сказать, фарш. Картофель нужно натереть на крупной терке. Не на вот такой меленькой, а на крупной. Потертый картофель, он сырой, ни в коем случае же не варите картошку. Отправляем в большую кастрюльку, где будем смешивать все продукты. И сразу сюда выдавливаем чеснок. Я взяла головку чеснока, потому что у меня едят чесночное. А там, смотрите, хотя бы пару зубчиков возьмите. И пропускаем чеснок на чеснокодавку. Сюда же к картофелю отправляем лук. Он уже остыл немножко, он уже не горячий. Теперь нам нужна зелень. Я беру замороженную, которую я на зиму замораживаю, но вы можете взять свежую.
И вот так вот свежую зелень сюда. Количество зелени регулируете сами. Все перемешали. В принципе, из зелени я больше ничего не добавляю. Если вам нравится и сезон, вы можете добавить зеленый лук, тоже вкусно. Теперь беру капусту, вот она припущенная. Значит, капусту сразу всю не добавляйте. Где-то приблизительно на 3 части я ее делю зрительно. Отправляю сначала одну часть, вымешиваю, потом другую часть. Когда начинаешь мешать, капуста горячая, потому что сразу сняла с огня и сразу сюда. И чеснок моментально начинает пахнуть. Пахнет чесночком, так вкусно. Так, сейчас вымешиваю сюда капусту. Капуста еще, конечно, имеет влагу, но не так много. Когда все перемешали, оно еще все горячее, я беру манку. Это вместо яиц, чтобы это все держало форму. Посыпаю все манкой, потому что она еще горячая, и манка сейчас начнет немножко разбухать, и всю влагу, которая здесь, она вберет в себя. Значит, смотрите, здесь самое главное не переборщить с манкой. Здесь у меня было приблизительно 5 или 6 столовых ложек, но невозможно, не вся манка пойдет сюда. Написать, сколько именно вам нужно будет столовых ложек, очень тяжело, потому что капуста может быть у всех разного. У кого-то более суше, у кого-то более мокрее. И количество манки будет разное. Возможно, кому-то хватит 3 столовые ложки, чтобы вся жидкость впиталась. Я сначала добавила сюда где-то приблизительно 4 столовые ложки, перемешала. Сейчас буду добавлять специи, а манка пока начнет разбухать. Остальную отставлю и по надобности добавлю уже в конце. Теперь нужно хорошенько посолить. Когда мы шинковали капусту, я не добавляла ни соль, ничего. Поэтому вы можете в принципе добавить, когда будете заливать ее кипятком, подсолить капусту, тогда она напитается солью и потом будет меньше солить. Так тоже можно. Но я солю вот здесь вот вместе со специями, уже пробую, нравится мне по вкусу или нет. Из специй я добавляю только перец. Здесь у меня смесь перцев. Я обильно вот так перчу, больше ничего не добавляю. Но тут дело вкуса, поэтому вы можете добавить каких-либо специй. Трав тоже никаких не надо, как по мне, укропа здесь вполне достаточно. Теперь самое время попробовать на соль, на перец, чтобы вы убедились, что у вас вкусная капуста, чтобы сами котлеты получились вкусные. Я попробовала, теперь беру муку. Добавляю муку. И все хорошо перемешиваю. Значит, на эту всю массу у меня ушло 130 грамм муки, то есть стаканчик мукички. Значит, как понять, что больше ни муки, ни манки добавлять не нужно? Берете немного так называемого фарша и пытаетесь слепить из него котлету. Я делаю это руками. Если вы начнете нажимать, то вы почувствуете, насколько они влажные. Посмотрите, как хорошо все держит форму. Вот, собственно, котлетка и есть. Значит, что хочу сказать, некоторые это все дело перемалывают на мясорубке. Сейчас скажу свое мнение по поводу таких котлет на мясорубке. Значит, это лично мое мнение и по моим вкусам, вот как едят у меня дома. Когда вы все перемалываете на мясорубку, это гораздо быстрее, они получаются более однороднее, их легче формировать, быстренько все обжарил, да и все. Но тогда в такие котлеты нужно больше манки, потому что больше сока получается, больше жидкости. Но такие котлеты получаются не такие сочные, как вот такие рубленые, то есть резаные, там где все резаное. Это, знаете, как колбаски я делаю домашние. Все, что тот фарш, который я через мясорубку пропускаю и потом формирую в колбаске, они получаются более суше, чем те, которые нарезаются и просто заталкиваются в оболочку. Такие сочнее. Тут такой же принцип. Но это лично мое мнение, лично вкусы моей семьи. Жарить котлеты можно 4 способами. Первый, без ничего, вот так формируем котлетки, сейчас покажу, и жарим. Другой вариант, котлетку можно обмакнуть в саму манку, в панировочные сухари и в муку. И здесь, чтобы вы увидели, в чем разница, я уже жарю все 4 котлетки. Вот это вот в муке, это без ничего, это в панировке, это в манке. Жарятся они на небольшом огне. Сейчас я вам покажу, как оно получается, скажу, что мне нравится больше, но в принципе делают всеми вот этими 4 способами. Итак, посмотрите, вот это в манке, это в муке, это в сухарях, это без ничего.
Значит, мука и без ничего практически одинаковая. Там, где в муке чуть-чуть, может быть, будет золотистее, чем без ничего. Но я не вижу смысла еще раз обмакивать их в муке. Ну, как бы разницы практически я не вижу. В манке я не всегда люблю, потому что вот это, видите, зернистость видна. Но это чисто на мой вкус. Сейчас покажу, и какие они внутри, когда дожарятся. Готовятся они достаточно быстро, фактически нам нужно, чтобы они термообработались сверху, снизу и подзолотились, и все. Хочу сказать, что они очень хорошо держат форму. Нету такого, что они там рассыпаются или разлазятся, хотя яйца мы вообще сюда не добавляли. Итак, начнем с котлетки, которая делалась в панировочных сухарях. Вот такая она получается внутри. О, какая сочная. Хорошая корочка получается. Как, на мой взгляд, они самые красивые получаются вот это вот в панировке. Пробую первую котлетку. Горячая. Посмотрите, какая по структуре получается котлета. Не сухая, сочная. Мне нравятся вот такие слоистые. Они мне чем-то напоминают и драники, и чем-то похожи на зразы, потому что немножко картофеля здесь есть. В общем, я даже не знаю, очень вкусные котлеты постные. И иногда я готовлю. Не потому, что там пост, а просто это вкусно. Так, теперь пробую с мукой и без муки. С мукой. С мукой и без муки практически ничем не отличаются. Но моему мужу они очень нравятся, потому что ярко выраженный вкус капусты тушено-жареной. Сверху нет панировки, он любит вообще капустные, тушеные, все, что с капустой он любит. Поэтому в них ярко выраженный капустный вкус. Поэтому если вы вот так вот любите, типа голубчики какие-нибудь, то это очень вкусно. Так, теперь осталась последняя, которая в манке. Как по мне, на вид она, ну, как вам сказать, самая такая неприглядная из-за крупинок. Некоторые, знаете, как делают? Сначала в манку, потом в муку, или наоборот, не помню. Они за счет этого цвет имеют и за счет муки, потому что мука подгорает, а за счет манки они не распадаются. Хотя ни одна котлета у меня здесь не распалась. Так, пробую с манкой. Очень горячие, извиняюсь, что я так быстро меняю дубли, очень горячие котлеты. С манкой тоже очень вкусно, потому что манка фактически, вот мне не нравятся только крупинки сверху, а так это очень вкусно. Мой муж любит все варианты. Поэтому я жарю обычно двумя способами. И без ничего, и в панировочных сухарях. Но если сухарей дома нет, жарю в манке. Если манки нет, в муки. Муки нет, но мука обычно всегда есть, то жарю без ничего. Во всем, что есть. Но сегодня, скорее всего, буду жарить все 4 варианта, потому что Димочке нравится все. Особенно там, где без ничего, только одна капуста сверху. В общем, вот такие 4 варианта получаются, самые красивые в панировочных сухарях. То есть, если вы хотите их красиво подать как котлетками, то эффектнее они смотрятся в панировочных сухарях. Еще хочу сказать по поводу всей начинки, которую мы с вами готовили, по поводу фарша. Если сюда в него не добавлять муку и не делать там именно пост для поста блюда, то это все можно положить в пирог, и с манкой будет вкусно, вот как мы делали типа лукового пирога. Это можно все затусовать в пирожки, это тоже будет вкусно, понимаете? И это все можно просто стушить прямо на сковородке без муки, и это тоже будет вкусно. Если вы сюда добавите сыр, это вообще будет вкусный день. Можно добавить больше лука, чем добавила я. В общем, все это дело вкуса, экспериментируйте, но это правда вкусно. То есть, ну, никогда нельзя сказать, что просто капуста имеет вот такой вкус. Вот так. Ну, в общем, вот такие делали мы сегодня постные котлеты с капустой. Сделайте их во всех 4 вариантах панировки и попробуйте, какой вам нравится больше, но обязательно их приготовьте. Спасибо, что сегодня были со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.